Кому из нас в детстве не снились яркие цветные сны о сборе грибов? Белые грибы росли на каждом шагу, и наполнялись наши корзины. И вот с Джессикой мы снова выбрались за грибами. Уже лежат несколько подосиновиков в корзинке и один маховичочек. Вот он, поход на Селигер за белыми грибами. Это не как раньше, 50 лет назад, когда вот такие вот белые грибы собирали сотнями. И счет шел на сотни. Сейчас поредело селигерское сокровище, но все равно в отдаленных местах белых грибов очень много. И вот, друзья, мы сегодня пошли на дальняк. У нас называется это узкоколейка, которая в военные годы шла на Свапуще. Разобрали уже шпалы, но все равно эта лесная дорога осталась. По ней уже вовсю вывозят селигерский лес. Вот они, белые селигерские грибы вдали от дома, уже заметно переросшие. Я опять опоздал в свой любимый поход за грибами. Но что же делать, друзья? Деревенские дела не ждут, и их нужно выполнять каждый год. Огород требует ухода. Вот он, сбор грибов на Селигере. Опять маховички, которые пойдут в засолочку. Конечно, некоторые плохие, но есть и хорошие. Джессика крутится рядом, требует полизушки. Вот еще один и второй красавец белый. Смотрите, какой красавец. Друзья, прекрасный белый гриб, который пойдет в заморозку. И где-то зимой, когда настанут трескучие морозы, я достану пакетик полукилограммовых замороженных белых грибов, а сейчас я буду гладить Джессику по пузу. Джессика любит, когда ее гладят по пузу. Хитрая, умная собака ждет полизушку. Джессика знает, что полизушку надо заработать, и она будет работать. Вот он, селигерский лес с мелкой травкой, небольшие елочки, большие ели, сосенки, мелкая травка и солнышко прогревает землю. Самое лучшее место для сбора грибов. Джессика кого-то учуяла и пошла смотреть. Побежала собака. Друзья, побежала, а мне надо собирать грибы. Вот великолепный белый, смотрите. Такая прелесть, друзья, на такой ноге, какой красавец, вы поглядите, друзья. Прям сказочный белый гриб. Тут и Джессика вернулась. Тревога была ложной. Да, друзья, собираем грибы, но всегда помним о том, что мы в глухом лесу, и рядом ни людей, ни домов, ни жилищ, ничего нету. Это лес, и здесь надо вести себя осторожно, потому что хозяин лесной медведь не пощадит никого. Это его запасы. Это его лес. Смотрите, вот такой вот грибочек, тоже белый. Великолепно, великолепно. Но нас не пугают ни медведи, ни злые духи. Мы собираем белые грибы, потому что с нами Джессика. Вон там еще белый. Да, друзья, на каждом шагу белые грибы. Везде. Полянка-то еловая небольшая, а белых-то вон сколько. Вон, везде, друзья, и не знаешь, в какую сторону идти, потому что кругом одни белые грибы. Одни белые грибы. Вот так вот селигерский лес
радует нас своими чудесными подарками. Подарки прям на загляденье, получше новогодних. Вот, уже корзиночка, практически дно прикрыто. А что мы в лесу? А вон там вон еще, и здесь еще. Вот, друзья, великолепно! Вот это сбор! Вот это сбор, как в детстве. Гляньте, какие красавцы везде растут, а? Вы только поглядите, друзья, на каждом шагу белые грибы. И изредка где-то красными головками мелькают мухоморы. А если есть мухоморы, значит, есть и белые грибы. Вот что нам нужно. Нам нужны мухоморы для того, чтобы найти белые грибы. Они как восклицательный знак на Селигерском лесу говорят о том, что здесь должны быть вот такие вот белые. И там вон впереди. Но, друзья, вот этот червивенький. Вот так вот, друзья, опять я опоздал. Но я его возьму. Там немного червей. На зиму хватит. Слишком, видно, переросшие белые грибы. Видите? Вон какие лохматые. Видите? Как сковородники. Огромные белые грибы. Так, не берем. Не берем, друзья. Сразу видно. Вот этот сейчас посмотрим. Может быть, возьмем. Может, не возьмем. Тут два, между прочим, друзья. Вот такие. Не, хорошие, хорошие. Берем, друзья, берем. Складываем потихонечку в корзинку. И вот здесь еще 3, друзья. Еще 3 белых гриба. Гляньте какой, а? И там еще. Вот, кругом одни белые грибы. Одни белые грибы в Селигерском лесу. И не надо никуда ехать. Зачем вам Карелия? Зачем вам Выборг? Когда вот здесь вот 380 километров от Москвы такой же лес и столько же белых грибов. И не надо никуда ехать. Вот оно, счастье для грибника. Селигерский лес, друзья. Вот он, лес, который всегда кормил и будет кормить людей, если, конечно, его не выпилют лесники до конца, потому что машины с лесом едут по дороге одна за другой, и Селигерский лес редеет и редеет. Уже столько боров. О, Джессика, ну-ка в корзиночку. Ах, молодец, девка, видите, какая умная. А ведь раньше, 4 года назад, она вообще собирала грибы. Она брала их ртом и несла в корзинку. Вот сейчас пробовал, несколько лет грибов не было, и лениться не хочет. Но так вот корзиночку берет. Вот смотрите, какой гриб. Друзья, не оставляем ничего, никакие корешки в земле. Иначе грибница сгниет. Почему я вот и выкручиваю, и вон там еще белый, друзья, и вон там еще белый. Вот, и здесь вот, смотрите, под коряжкой, смотрите, вот какой спрятался. Он думал, я его не найду, друзья, я его не найду, вот такого красавца белого, друзья. А, не спрячешься от меня не скрыться. Во, какой мальчишки-бальчиш. Джессика у корзиночки, знает, полезушка рядом. Скоро будем кормить девку. Девка уже заработала. А вот тут вот еще один. Смотрите, какой сковородник. Ух ты, какой огромный белый. Вы гляньте. Не знаю, сейчас будем смотреть, друзья. Нет, вот этот огромный нам не пойдет. Переворачиваем спорами вниз, потому что споры могут дать результат. Но если вы перевернете спорами вниз у себя на участке, то никакого результата не будет. Пробовали, знаем, белые грибы растут только в лесу. Все остальное обман.
А вот здесь вот, друзья, вот какой прекрасный, прекрасный, великолепный гриб. О, 3 штучки здесь их у меня. Вот, друзья, сбор белых грибов на Селигере. Вот вам сказка, которая вам снилась в детстве, и она воплотилась сейчас к старости. Что говорят, что стар, что млад, одно и то же. Нету большего счастья, чем сбор грибов. Нету большей радости, чем полная корзинка белых грибов, которую вы принесете домой, и все домашние будут радоваться. Да, вот такое грибное великолепие. Конечно, это не мясо, но, друзья, это лучше мяса. Это лучше и вкуснее мяса. Суп из белых грибов, приготовленный в русской печке. Вы знаете, это нет ничего прекраснее. Вот он, замечательный Селигерский лес. Ну, зачем вам Карелия? Ну, зачем вам Карелия? Туда ехать замучаешься. Вот, приехали на Селигер. И куча белых грибов. Вы гляньте, друзья, вот он, подосиновик. Между прочим, у нас подосиновиков-то и не собирают. Мусор их такое количество. Но я собираю все, потому что я буду мариновать. Маслята, подосиновики, лисички. Все идет для мариновки. Видите, друзья, опоздал. 4 штучки уже сгнили. А вот он, подосиновик, который практически не гниет. Так вот, друзья, великолепный сбор. Утро. Солнце уже поднялось. Его лучи просвечивают через Селигерский лес и греют землю, из которой вылезают грибы, которые мы собираем. Еще один великолепный подосиновик. Смотрите, вот ножки у него твердые, поэтому я не беру. Так, друзья, почти полная корзинка. Почти полная корзинка. А у нас сбор грибов продолжается. Продолжается великолепный сбор селигерских грибов, которые будут нас радовать зимой в супе и в маринованных баночках. Так вот, такой вот великолепный лес. Вы гляньте, какая замечательная опушка, друзья. Ай, вон там впереди еще 3 гриба. Видите, 3 белых. Вот так вот, прямо рядышком. Такая троица. Троица из белых грибов. Да, друзья, вот Джессика бежит. Джессика бежит. Отбежала от меня. Я похлопал 3 раза себе по голенищу, и собака прибежала. В лесу кричать нельзя, потому что где-то тоже могут быть люди. И вы, друзья, своим криком откроете вот эту вот полянку, и они придут, посмотрят, сколько здесь белых грибов-то срезали. Ой, открою я сейчас карты Яндекс, и вот сюда эту точку занесу, а потом еще отправлю 100 своим друзьям. Вот в этом месте очень много белых грибов. Все, друзья. И больше вы ничего не найдете. Поэтому в лесу ведем себя тихо и собаку подзываем ударами по голенищу. Вот Джессика зарабатывает, вы смотрите, зарабатывает. Ну-ка давай в корзиночку клади. Ну-ка, клади давай в корзиночку. Нет, она хочет сначала получить полизушку. Дай полизушку, и я буду класть в корзиночку. Ай, умная девка. Ай, умная девка. Вот лиса, одно слово лиса, а не немецкая овчарка. О, смотрите, какой красавец. Но этот красавец мы не берем. А вот этот красавец, а вот этот красавец, так, хороший. Нет, друзья, и этот мы не берем. Ну, вот здесь-то, друзья, ну, наверняка 3 таких хороших гриба, вот таких вот замечательных. Вот, слушайте, опоздал.
Опоздал, друзья, не берем. Вот так вот, не берем. Да, вот Селигерский лес. Вот какой, смотрите, прям на дорожку я вышел. Я вышел на дорожку, по которой возят лес, и вот здесь вот прям на дороге растут белые грибы. Прям тут вот рядышком растут и переросшие уже, прониклись в землю, вросли своими корнями и спорами. И вот так вот по дорожке мы рядом идем. А вот здесь вот, друзья, летние опята, которые мы тоже не берем. Зачем нам опята, когда у нас есть белые грибы? Люблю я ходить по селигерским дорогам. Ну, никогда не заплутаешь. Идешь по дорожке, 100 метров влево с одной стороны, 100 метров справа с другой стороны. Идти можно километрами. Джессика, ну-ка давай в корзиночку. Ах, молодец. Ох, девка-то молодец. Ну, заработала. Вот заработала. Ай, смотрите, как прыгает девка, хвостом-то как метет. Ой, любит она хлеб из хлебопечки. Обожает хлеб из хлебопечки. Все, я знаю, ты у меня сейчас все выцеганишь. Все выторгаешь за свои сборы грибов. Вот Джессика, вот хитрая собака. А вот любит она. Вот, ну-ка, давай в корзиночку неси. Давай в корзиночку. Не хочет в корзиночку, хочет полизушку. Полизушку хочет. Хочет полизушку. Да? Руки лежат. Кошара. Кошара, Джессика. Большая рыжая кошара. Да, лапы еще, вот лапой своей когтистой требует уже, в наглую требует полизушку. Требует, да, друзья? Вот он, сбор. Сбор. А у нас пошли маховички. На вот этот червивенький. Вот этот сейчас не знаю, тоже червивенький. На засолку все, друзья, все на засолку пойдет. Вот такие дела, друзья, вот такие. Вот этот не знаю какой. Ну, не знаю, пойдет вроде бы так, более-менее. Так, друзья, вот идем в тихий, ясный, солнечный день, практически безветренный, и собираем грибы. Вот так вот. Джессика охраняет корзиночку. Знает, как заработать хлебушек. Селигерский лес, вы посмотрите, какая прелесть, друзья, какое великолепие, какое наслаждение бродить по лесу и собирать грибы. Нет ничего лучшего, друзья. Вот вам самый настоящий отдых. 380 километров от Москвы. И зачем вам Карелия? И зачем вам Выборг? А, друзья, когда вот тут вот везде растут белые грибы. Вы гляньте, о какой! Но переросший, похоже. Сейчас погляжу, друзья. Сейчас погляжу. Смотрите, ну-ка давайте посмотрим, что тут. Вроде бы так ничего. Вроде бы так ничего. Лохматенький только. Вот тут еще смотрите какой. Вот какой. Вот какой белый гриб, а. Вы гляньте, а. О, какой прекрасный. А, это хороший. Это хороший, друзья, вот, хороший гриб, да. Сбор грибов продолжается в Селигерском лесу. И мы снова, друзья, около нашей дороги, которая тянется на десятки километров. Да, идти можно далеко. Главное, чтобы назад можно было унести грибы. А собрать, ой, это без проблем, друзья. Идете и собираете. Раньше, между прочим, брали косу и телегу. Берешь косу, берешь телегу и едешь за белыми грибами. Потому что замучаешься так, друзья, собирать. Косишь косой и в мешки в телегу и домой. Вот как раньше грибы собирали на Селигере. Вот такой вот сбор был. Это сейчас леса стали дремучими, заваленными деревьями, спиленные, никто за лесом не ухаживает,
А раньше и молодые посадки сажали, посадки из сосен, из елочек. И всегда в этих местах было очень много грибов и было просторно. Вот там вот косой их и косили. Да, друзья, другие времена. Сейчас лес не сажают, а все выпиливают и продают. Выпиливают и продают. Да, друзья, вот он, великолепный сбор селигерских грибов. На каждом шагу вот такие вот красавцы белые. Вы поглядите, какой красавец, а? Вы поглядите, какой красавец, друзья, а? И это вам белые, самые благородные грибы, самые лучшие грибы на Селигере. Да, прелесть, прелесть, друзья. О, смотрите, вот такая прелесть, полная корзиночка. Мы вышли на опушку. О, Джессика, ну-ка давай зарабатывай, давай, клади в корзиночку, клади, ну клади, давай, во, Джессика положила в корзиночку. Джессика знает, что будет сейчас ей полезушка, хлеб из хлебопечки. Ай, Джессика хочет пакет вырвать, Джессика хитрая, получила девка, заработала, все, больше не дам, у меня там мало осталось, а нам еще с тобой собирать и собирать. Хитрая собака, ох, хитрая собака, друзья, вот хитрая собака. А у нас здесь опять белые грибы, вот нескончаемый сбор, друзья. Вот смотрите, вот такие два красавца, вы гляньте, два красавца, но я опоздал. Я, друзья, опоздал. Вот этот еще не знаю, надо посмотреть. Я не знаю, может быть, хоть один отсюда возьму. Вот, великолепное место, солнцем освещенное, небольшая травка. Вот и тут еще два красавца. И тут еще, друзья, два красавца. Что еще нужно, друзья? Что еще нужно для сбора белых грибов? Вот такая вот замечательная прелесть, друзья. Вот он, настоящий селигерский сбор белых грибов. Вы думаете, это сказка? Нет, друзья, это явь. Это настоящая явь. Так, прелесть, прелесть, друзья. Вот такой вот замечательный сбор селигерских грибов. Сбор, который вам запомнится на всю жизнь. И вы потом долго будете вспоминать вот такое вот великолепное грибное пиршество. Такие вот селигерские грибы. На каждом шагу у нас растут белые грибы. Вот он, селигерский лес. Ясная солнечная погода в середине августа. Мы думали, что это пиршество будет продолжаться всю осень, но через неделю началась засуха, и больше белых грибов в таком количестве не было. Да, все быстро заканчивается, но мы не знали еще об этом. Мы продолжаем собирать белые грибы на Селигере, и они растут на каждом шагу, на каждом шагу. И вот я уже высыпал свои грибы в корзинку и поехал домой. И здесь вот рядом с домом я его называю Тещин лес. А вот мимо тещиного дома я с корзинкой не пройду. Да, друзья? Я тут собираю всегда. И поэтому, видите, вот корешки я уже складываю в корзинку, потому что здесь люди ходят гораздо чаще, и мне нужно все прятать, чтобы никто не знал, что здесь грибы срезаны. Вот. Здесь когда-то еще неделю назад было очень много грибов, но слой закончился, и теперь грибы не на каждом шагу, а через 50 метров. Все, друзья, слой прошел, и это остатки. Но эти остатки тоже оставлять нельзя.
Эти остатки нужно собирать, потому что дальше грибов, наверное, не будет, и их, друзья, не было. Крайний поход, крайняя радость в этом году, когда грибы уже закончились, и грибов практически не стало, а лес великолепный, ясный солнечный день, маленькие сосенки, и кругом растут грибы, белые и подосиновики. Вот оно, счастье для селигерского человека, великолепие и счастье. Вот, друзья, этого не берем, и этого, друзья, не берем.